в аварийной ситуации находится. Вода сочится прямо сквозь плотину. Это рыбеха. Привет, друзья! Меня зовут Николай, и сегодня мы с вами приехали в поселок Украинка. Конечно же, уже вечереет, возможно, уже скоро стемнеет, но засниму, что успею. Конечно же, мы сейчас с вами находимся на озере Утиное и посмотрим, как здесь прорвало дамбу. И вообще, сколько здесь осталось воды в озере, есть ли она или нет. Ну, конечно же, раз шум идет, значит вода есть. Кстати, не забывайте подписываться на мой канал, кто этого не сделал. И теперь перейдем к просмотру. Так, здесь везде вот такая грязища. Понятное дело, что кроссовкам, наверное, кирдык приснился. Ну ничего, у нас цель пробраться к озеру. Пробрался все-таки на это озеро. Называется оно Утиное озеро. И обстановочка, конечно, здесь вот такая. Вчера здесь было МЧС, и они пытались перекрыть вот такими вот мешками. Ну, естественно, эти все мешки смыло водой. Вон они внизу и пошли дальше по течению. Было настолько много воды, что здесь смыло и трубы, и все, что было. И, кстати, вместе с водой, естественно, с этого озера поуходили караси, которые здесь были. Ну, я думаю, что здесь еще и остались караси. И местные жители их начали ловить. Естественно, давайте я вам покажу, какие красавчики были в ведре. Мне показали. Это рыбеха. Теперь в озере рыбы не будет. Не, она будет в другом озере сейчас. В Нижнем. Не дома, в другом. Ну, пойдет такие рыбехи. Так, ну, рыба, наверное, еще осталась. На той стороне сидит рыбак, как мы с вами видим. Ну и воды еще довольно-таки много осталось, хотя и ушло немало. Ну и, конечно, друзья, это озеро вообще само по себе находится в красивом месте, согласитесь. Вокруг такие небольшие горы окружают, все зелено. Ничего практически здесь не настроено. Один маленький домик какой-то я там вижу. Ну а вообще здесь обстановочка богатенная. Красота. Кстати, по камышам видно, воды, наверное, упало около метра. Уровень воды упал в этом озере. Так, а вот здесь вот такой вот, наверное, и был водосброс, как вы видите, небольшой. И его, видимо, не хватило для того, чтобы сбросить лишнюю воду. Раз прорвало дамбу. Ну, сейчас воды, понятное дело, что даже по уровню меньше, чем к этой трубе. Ну и, естественно, друзья, эта вся вода пошла в сторону села Украинка, которое находится вон там дальше. Ну и вот мы можем с вами видеть, что вода пошла просто через верх. Видите, легли камыши. Естественно, здесь все кусты наклонились из-за потока воды. Ну и получилось так, что размыло эту дамбу. И ничего себе размыло. Это, сука, грязи пошло по течению вниз. Как шла вода через верх из-за ливней. Вроде бы незначительные маленькие речки после последних наших ливней произвели вот такие вот нехорошие моменты. Смотрите, как здесь сильно шла вода. Получается, вот эта вот река выглядит ниже уже поселок. Ну, это поселок и есть Украинка.
Вот он там находится. Ну и вот здесь, смотрите, как шла вода. Естественно, ни огородов, ничего здесь уже нет на данный момент. Ну, вода, конечно же, очень сильным напором шла. Ну и вот таким вот образом выглядит речушка, которая практически всегда, ну и не то что всегда, в частых случаях пересохшая. Кстати, она впадает в Петропавловский ставок, на который я ездил, кстати, порыбачить. Так, давайте туда и поедем и посмотрим, что с тем ставком, потому что выше Утинного там еще есть пару ставков, которые находятся, которые тоже размыло плотину у них. На верхние я точно не успею, потому что уже, как вы понимаете, вечер. А вот на Петропавловский ставок мы сейчас успеем заскочить. Как раз вот так как-нибудь проедем, как-нибудь, и туда попадем. И посмотрим, в порядке он или нет, и вообще какая там обстановочка. Ну и вот, друзья, по пути в сторону ставка я здесь встретил такую дорогу. Она ведет вот к тем домам. Здесь был такой поток, как вы понимаете, что аж размыло дорогу. Видите, куска дороги нет. Труба, которая проложена, она просто-напросто не справилась с этим потоком воды. Насколько я узнал, сверху еще есть два озера, которые тоже прорвало у них плотину. И вода пошла через верх. И вот это с нескольких озер сильнейшим потоком вода и пошла сюда. Как вы видите, вода до сих пор идет большим потоком. И вот это все было здесь затоплено. А там ниже идут уже дома. Ну, погодка вроде бы у нас уже распогодилась. Хотя на завтра еще передают дожди. Но, как мы видим, в данный момент вечерком уже нормально. Уже солнце скоро зайдет. Уже вечереет. Вот мы уже и на этом ставке. Здесь, естественно, тоже все так гладко не прошло. Хотя озеро в данный момент переполнено. И если сейчас посмотреть по плотине, мы сейчас с вами пройдемся по дамбе, которая здесь сооружена. Была дорога, по ней раньше ездили машины, но теперь уже перекрыто, и машины не смогут проехать, потому что там размыло немного. И сейчас мы это все с вами посмотрим. Ну, в данный момент озеро переполнено через верх. Сейчас посмотрим, какой идет сброс по трубам. Вот таким вот образом перекрыли. И вот эта вся вода с Утинного озера, которая мы смотрели перед этим озером, получается, вся вода оттуда попадает в него. Поэтому оно в данный момент переполнено. И вот я вам сейчас покажу. Здесь уже, смотрите, прям вот чуть-чуть осталось и будет перелив. Хотя перелив уже был. Так, и вот здесь уже вода была примерно сантиметров 30-40. Шла через верх. Вот они первые, друзья, последствия размывала. Здесь, видите, здесь водокачка стоит. И, естественно, здесь, видите, вот начало размывать. Но это еще все нормально. Сейчас мы посмотрим дальше. Самая основная проблема дальше. Главное, чтобы не было дождей. Вот я вам хочу здесь показать. Вот видите, уже уровень сейчас в данный момент, ну, наверное, на метр выше, чем был обычно, когда я сюда приезжал на рыбалку. Здесь такая ступенька была, и там внизу сидели обычно рыбаки. Ну, я любитель был под деревьями где-то посидеть. Ну и вот здесь уже по траве видно, что вода шла через верх, в кусты, и там все смывало. Ну, естественно, в дальнейшем вся эта вода попадает в Симферопольское водохранилище. Вот, по траве видно, как это все здесь тянуло водой. Вот еще один небольшой размыв. Начало здесь размывать. Это хорошо, что вода начала заканчиваться. И уровень упал. Ну и основное, конечно же, это вот здесь. Посмотрите, здесь
вымыло до такой степени, что вымыло дерево, и дерево упало вниз. Все, машина уже здесь не проедет, естественно. И я теперь каким-то образом должен буду отсюда выехать. Ну, наверное, так же, как и приехал, буду выезжать. Конечно, там дорога была не из лучших. Ну, сам факт того, что вы сами прекрасно видите, что плотина здесь, в этом озере, ну, в аварийной ситуации находится. Вода сочится прямо сквозь плотину. Сейчас посмотрим, давайте с другой стороны, может, получится. Если сочится, это уже плохо. Вот таким вот образом, оно, вот она и сочится, оно видно прекрасно. Там тоже сошла часть грунта, получается, он там дальше. Ну и вот этот тополь, кстати, хочет упасть. Вы посмотрите, как его уже подмыло со всех сторон. Он тоже почему-то сейчас чуть ветер дунет, и он может рухнуть. Поэтому надо быть здесь осторожным. Ну а то, что вода сочится, это, конечно же, очень плохо. Это надо просто срочно чем-то засыпать, я не знаю, ремонт делать какой-то. Ну и, естественно, чтобы не было в ближайшее время дождей. Потому что озеро очень переполнено, хотя и сброс идет, но воды очень много. Ну и вот так вот, друзья, в данный момент и выглядит само озеро. Ну что, друзья, на этом, наверное, и будем заканчивать нашу прогулочку по озерам. Посмотрели, что с ними произошло. Вроде бы некоторые нормально, некоторые не очень, но обстановку мы теперь знаем. Если вам видео было интересно, не забывайте его комментировать, ставить лайк и, конечно же, подписываться, друзья. Всем добра и мира и до новых встреч в новых видео. Всем пока!